Я вам так скажу, наше вино было на «Титанике». Говорят, у нас самые красивые парни. Ну, посмотрите на меня и сделайте выводы. Наши дети умеют держать ложку и чашку, когда им и года еще не исполнилось. Я сам выбираю, сколько у меня будет лекций в университете. А у вас есть такая привилегия? Если вам показалось, что здесь одни хвостуны, то вам показалось. Они говорят чистую правду. А за правду, как говорится, дизлайк не ставят. Добро пожаловать в Новый Сад. Это жизнь других. Едут за культурой, спокойствием и атмосферой в Старой Европу. Но мы приехали не за этим. Мне интересно, как живут местные жители. Каково это работать на винодельне, решать бизнес-дела в ресторанах и встречать старость в пенсионном клубе. Мы в городе, где время течет по-своему, и никто никуда не торопится. И мы не будем. И обо всем потихоньку узнаем. Ну что, поехали. Новый Сад – второй по величине город Сербии, который местные с радостью называют сербскими Афинами. Основали его в 1694 году сербские купцы, а живет всего около 300 тысяч человек. Хоть это и скромное число, примерно как небольшая деревушка в Китае. Жизнь тут контрастная. Австро-венгерские фасады соседствуют с югославской архитектурой. Этот город не любит суеты, зато любит кофе, бизнес-переговоры за вином и неспешные прогулки. Но какие-то сложности в жизни в Нови Саде наверняка найдутся. Может, они есть у Душана, который следит за собой и знает, какие тут требовательные женщины. Или у Марии, которая работает в детском саду и следит за безопасностью и воспитанием детей. Или у Павла, который учится в аспирантуре и выбирает, кем хочет работать. В общем, так ли тут спокойно, безопасно и тихо? Давайте разбираться. Знаете, мне когда-то говорили, что Сербия – это сказочное место, но я в это сначала не поверила. Но как только я вышла с вокзала, вы не представляете, как я ошибалась. А какие тут сказочные мужчины! Сербы очень красиво выглядят и очень милые. Помогают и ходят с коробками. И еще и не разговаривают. Боже, идеальный муж. Молчаливый, прекрасный, улыбчивый, с деньгами. А вы работаете вот так вот каждый день? Да. А вам не жарко? Нет, нормально. Нет, нормально. А хорошо за это платят? Или вот сколько дадут, столько это все ваша зарплата? Да, сколько насобираешь. А костюм вам выдали или вы его как-то покупали? Сами не поняли, как это получилось, да? А сложно получить такую работу, кстати? Ну, не просто. Сложно? Надо кастинг пройти какой-то? Конечно, не все подходят. Да? А что на кастинге спрашивают? Вот так рукой махать умеете? Как вы машете рукой? Да. Ну, в общем, я так смотрю, работа не пыльная, я так понимаю, да? Пойдет. Ну и слава богу, это самое главное. Ну и раз уж я остановилась в самом центре, давайте поподробнее расскажу про сердце Нови Сада. Центральный район очень просторный. Дышится тут легко и свободно. Даже центральная площадь называется Площадь Свободы. Большинство улиц полностью пешеходные. Ни тебе машин, ни шумных мотоциклов. Тут, конечно, прекрасно. Пешеходная улица,
не знаю, ресторанчики, барчики, кафе, вообще повсюду здесь находится. Кофе тут стоит немножечко дороже, чем в других районах. Ну, сами понимаете, центр. Поэтому, но посидеть все равно приятно. Но самое главное, местных можно вычислить по скорости их передвижения. Посмотрите, если кто-то спешит, это турист. А если люди идут медленно, то это местные, вот как я. Никуда спешить нам не надо. Но на самом деле я вас чуть-чуть обманула. Машины тут все-таки есть, но не самые обычные. Тут прямо на центральной площади стоит машина, где местные жители, ну и туристы тоже, если захотят, добровольно могут прийти и сдать кровь. И также тут вот стоят прям машины, где ты можешь бесплатно выпить воды. Вот посмотри, видишь, тут машина такая и машины такие. Поселиться в центре стоит от 100 до 350 тысяч евро. Аренда где-то 500-600 евро в месяц. Кстати, как понять, что квартира дорогая? Если фасад такой яркий, оляпистый и с лепниной, это австро-венгерский. Это дорого. Если скромный, значит югославский. Это подешевле. Тут, кстати, очень сильно любят кокицу. Вот видите, один ларек, второй, там третий. Ну, в простонародье это попкорн называется. Кокицы от попкорна ничем не отличается. Просто раскрывшиеся зерна напоминают нам петушиный гребешок. А он у нас называется кокошей. И раз уж мы заговорили о еде, ну как мне пройти мимо ресторана местной кухни? Тем более мы в центре. Буквально один шаг налево сделать. Итак, любимая локация, как говорится, еда. Местная еда. Я уже заказала местное блюдо из мяса какое-то. Сейчас посмотрим, что принесут. Я всегда люблю пробовать что-то новенькое в каждой стране. Поэтому сейчас все увидим. Что бы вы ни заказали в Сербии, вам принесут что-то сытное и мясное. Тут без вариантов. Почти все блюда – это свинина или ягнятина. Мы любим здесь пожирнее – бекон, шкварки или каймак. Но пока мне готовят, хочу сказать, что я бываю во многих странах, и практически везде уже запрещено курить внутри заведения. Даже в некоторых странах, даже на улице, в некоторых местах запрещено курить. А в Сербии в каждом ресторане ты можешь спокойно внутри помещения курить. Представляете? Но мы курить не будем. Забери. Мне не нравится, когда это все. Ждем, мясо. Для нас важно, чтобы блюдо было сытным. У нас очень популярна плескавица. Это котлета на гриле, чевапы, жареные колбаски, супы. Но главное, чтобы везде было мясо. И, конечно, побольше. О, готова моя еда. Ого, ничего себе. Как называется это? Свинский филе со шампиньонами. Ага. Как бы это блюдо ни называлось, оно звучит так. Прощай, диета. Я в еде очень сильно ценю понятность. Тут все понятно. Грибы, мясо, зелень, картофельное пюре. Все ясно. В рестораны мы ходим часто, особенно в летний сезон. Средний чек где-то от 1500 динаров на человека. Но в воскресенье мы всей семьей должны собраться на воскресный семейный ужин. Это обязательная традиция. Никаких кафе или ресторанов. Дома. Что, голодный? Голодный? Ну, тогда поработай. Я поем. Я же должна отведать, рассказать все. Потом уже закажем тебе какую-то хотя, мне не жалко, пожалуйста. Повара у нас получают в среднем 1200 евро в месяц. Официанты поменьше, но там все зависит от чаевых.
Так-то могут и побольше зарабатывать, если гости щедрые попались. В долгих путешествиях важно находить время на отдых. А для этого нужно выбрать правильный отель. Например, Пупин-отель в Нови-Саде. Здесь уютно, комфортно и есть все для вашего отдыха. Фитнес-зал, чтобы размяться, несколько ресторанов, чтобы попробовать сербскую и высокую кухню. А также летняя терраса Калем Гарден. Место, где можно просто выдохнуть и расслабиться. Путешествовать – это круто, но помнить про свой комфорт – это бесценно. Подробности в описании. Слушайте, я вижу такое лично первый раз. Прямо в центре города, прямо вот в центре города. Доска почета всех выпускников школ, каких-то техникумов, каких-то, в общем, учебных заведений. Доска почета вот выпускников. То есть, и вот так, смотрите, огромный стенд. Так интересно, то есть, чтобы весь город гордился своими выпускниками. Такие стенды оформляются к началу лета. Так выпускники прощаются со школой и заявляют о себе городу. Традиция у нас такая. Ей уже больше 100 лет, по-моему. Раньше их рисовали от руки, потом на фотографии перешли. Это все бесплатно. Даже магазины могут витрину выделить. Мы вообще любим своих. У нас полно таких стендов и муралов. Певцам, писателям, даже баскетболисту Николе Йокичу есть мурал. Да даже Альберту Эйнштейну. Он просто был женат на сербке. Но мы им тоже гордимся. Он молодец. В общем, сербы такой народ, про все помнят, все ценят, все хранят. И важно, редко что-то выкидывают. А зачем это выкидывать, если можно пойти на рынок и продать, а? У местных утро выходного дня начинается не с кофе, а с места, где, как они говорят, есть все. От шоколадки до техники, от туалетной бумаги до антиквариата. Тебе нужна туалетная бумага? Мне тоже. Идем антиквариат смотреть. Этот рынок образовался спонтанно. Просто местные приходили и выкладывали ненужные вещи на газетку. А теперь каждые выходные тут собирается полгорода. Ой, тут можно найти все. Антиквар, старые машины, мебель, дрова. Кто-то даже корову продавал. В общем, все, что тебе не нужно, может оказаться пригодным кому-то другому. Кстати, для сербов это не барахло, а называется бувляк. Ну, так называется всякое барахло здесь. Но столько красоты, посмотри. Посмотри, какое украшение. Ой, запуталась, надо распутать. Посмотри. Ну, красиво? Ой, про цены даже не спрашивайте. Тут их из головы берут. Кто-то может мусор за 100 евро продавать, а кто-то стоит и почти за даром отдает раритетный сервиз. Как повезет. Местные любят приходить на этот рынок, потому что тут продается, ну, мне так сказали, вот именно техника БУ, которая в рабочем состоянии, и она стоит просто сущие копейки. Вот кофемашинка, например. Конечно, она в таком состоянии, что я не понимаю вообще, как она работает. Или вот радио. Ну, чем вам не прекрасное радио, да? Хотел бы такое радио себе домой? В смысле нет? Ну, он ничего не понимает. Он открыт только с пятницы по воскресенье. В это время у всех есть возможность разложить товар или прийти и купить его. В будни тут никого не найдешь. Все работают на своих работах. Одежды и всяких аксессуаров на рынке полно. Оно и неудивительно. Сербы и особенно сербки очень любят принаряжаться. Даже если просто в магазин выйти за хлебом. И, как я поняла в разговорах с местными, тут культ красоты. Куча салонов, а пока дойдешь до ресторана, пройдешь 2-3 фитнес-зала. Я вот уже какой день хожу и смотрю вокруг, и хочу сказать, что люди тут одеваются очень расслабленно.
расслабленно хотела сказать, но тем не менее, видишь, как иногда меня держат в тонусе, чтобы я не расслаблялась. Но тем не менее продолжим, что женщины одеваются как-то очень даже свободно. Шорты, майки, платья легкие. Может, потому что жарко? Ну, вы скажете, Жанна, ты же оделась как будто осень на дворе, но я же... Я уже отношусь к тем девушкам, которые красятся только на праздник. Времени нет, сами видите. Но все мои подруги всегда при параде. Платье, прическа, обязательно сделанные губы, где-то ботокс подкололи. Женщин в Нови-Саде можно описать 3 словами. Самостоятельные, аккуратные и с характером. Если ей что-то не понравится, она прямо даст бой тебе. Нам нравятся стройные и подтянутые девушки. Но они почти все такие у нас. Особенный лайк брюнеткам. Это мой личный топ. Но скажу честно, мы, девушки, не всегда говорим как есть. Что-то можем приукрасить или выставить в нужном свете. А вот мужчины, наоборот, скажут прямо. Поэтому сейчас мы всю эту информацию проверим. Мне сказали, что местные женщины здесь, они очень за собой ухаживают, очень даже в магазин не выйдут без прически. Это правда? Это абсолютно так. Я вообще считаю, что у нас живут самые красивые девушки в мире. Мы их видим каждый день и радуемся. Они следят за собой, все приятные, культурные. Так что да, выйти из дома в потертых трениках здесь никто себе не позволяет. Не, мужчины тоже следят за собой. У нас спортивная нация. Много примеров для подражания в разных видах спорта. Да и чего скрывать, балканские гены тоже помогают выглядеть классно. А еще мне сказали, что мужчины здесь местные очень любят гулять. То есть вы любите менять девушек, это правда? Ну, я не буду никого защищать. Бывает, конечно. Просто кому-то везет, и он сразу находит нужного человека, а у кого-то не совпадает. Мы не видим в этом большой проблемы. У вас принято, чтобы парень платил? Или пополам на пополам, или девушка сама за себя? Да, у нас принято, чтобы платил мужчина, особенно в первое время. Это считается джентльменским поступком. Да и мужчинам это нравится. Ты ухаживаешь, проявляешь заботу. Мало кто любит, чтобы девушка была сама по себе и не нуждалась в тебе. Это не цепляет. Ну, в общем, девочки и мальчики, кто все еще одинок, приезжайте в Нови Сад. Звучит, кстати, как неплохой слоган для города. А когда тут столько красивых девушек, статные и симпатичные парни, то появляются из этого, правильно, дети. Пойдемте проверим, как тут дела с детскими садами. В детский сад детей могут отдавать уже 6 месяцев. Ну, это ясли, вы понимаете. Пойдем сейчас все узнаем, что там в яслях, чем кормят, как спят. Ну, в общем, все, что мы любим. Идем. О, привет! Смотри, кто меня встречает сразу. Охрана. Просто так не зайдешь, да? Хороший. У нас частный детский сад. Ясельная группа стоит 42 тысячи динаров в месяц, а для детей от 3 лет 36 тысяч динаров в месяц. Государство покрывает часть расходов на частные детские сады. Это где-то 13-16 тысяч динаров в месяц. В государственных садиках плата, можно сказать, символическая – 3-4 тысячи динаров в месяц. Но это только для местных. Даже если у иностранца есть вид на жительство, то попасть в государственный садик почти нереально. Я пришла в детский сад, а тут сейчас тихий час. И вот эти все дети маленькие спят. Надо говорить тихо, потому что мой голос может разбудить кого угодно. Да, поэтому дальше продолжим шепотом. У них играет такая музыка. И самое главное, что тут 20 таких детей от 10 месяцев. И всего лишь 2 воспитательницы, которые должны их укачать. И, боже, дети спят. Какая прелесть. Я говорю, я обожаю детские сады, потому что они еще не понимают, что это лучшее время в жизни. Класс. И такая музыка, как будто в фильмах ужасах.
Чтобы стать няней, нужно профильное образование, колледж. А еще могут медсестры получить такую работу. А сколько дети спят у вас? Час-полтора, не больше. А как вы укладываете 2 воспитателя на 20 человек? Как вы укладываете их спать? Один проснется, начнет кричать, всех разбудит. Мы их приучаем спать в определенное время и всегда помогаем уснуть всем одновременно. А если вдруг ребенок не пришел в сад, то родители должны укладывать его в определенное время, чтобы он привык. Ничего, надо было мне моего ребенка сюда приводить. И пока они спят, вы тут дежурите, да? Мы все время с детьми. Ой, кашлял кто-то. Покашлял. Ничего страшного. Ничего страшного, да. Дети здесь с 5:30 утра и до 5:30 вечера. Мы их кормим, это включено в стоимость. О, вот это кухня, да? То есть вы тут готовите или вам привозят еду для детей? Завтрак и полдник мы готовим сами, а вот обед нам привозят из более крупного садика. То есть я правильно понимаю, что 2 воспитателя кормят 20 детей. А как вы успеваете просто физически? Да несложно, мы следим. Дети сами едят спокойно. Годовалые дети сами? Да, они сами могут. Ну то есть это вы научили детей кормить или это в семье научили детей в год? И мы, и родители, мы как бы в тандеме работаем. Они дома приучают к ложке, чашке, а мы тут закрепляем результаты. Воспитатель получает минимум 700 евро в месяц, а там уже зависит от стажа и количества детей. В общем, маленькие сербы уже с малых лет умеют много всего. Ну а что, я бы тоже побыстрее училась есть самостоятельно, когда тебя ждет плескавица и всякие колбаски. Я в районе Подбора. Это такое место, которое находится прямо возле центра. Тут недалеко Дунайский парк, самый центр. Это как будто бы и центр, и в то же время цены здесь на жилье гораздо дешевле, чем в центре. Правда, понимаете? В общем, и тут вот как было 100 лет назад, так и осталось. Поэтому, если хотите посмотреть, какой город был до евроремонта, вам сюда. Местные называют его Алмашки край, то есть яблочное место. Но если только сорта Антоновка, кисленькие такие. Тут дома на печном отоплении соседствуют с новостройками, а новые кафе с заброшенными домами. Квартиры поэтому стоят дешевле, около 3000 евро за квадрат. А студию можно снять за 250 евро в месяц. Если видели Сербию только в фильмах и боевиках, то, скорее всего, это Подбора. Я, кстати, пока гуляла, заметила еще одну особенность, а точнее отсутствие кое-чего в Нови Саде. Я тут смело вообще могу сойти за местную, потому что я хожу все время своими ногами. Ну, тут, кстати, вот местные на машинах ездят редко, часто или пешком, или вот на велосипеде. Видите, сколько велосипедов? Потому что хорошо, с ветерком, бесплатно, прекрасно. У нас город небольшой, улочки узкие. Проще взять велосипед и быстренько доехать, куда вам надо. В Нови Саде для велосипеда есть все. Велодорожки, парковки. Можно не бояться, что у тебя его кто-то украдет. Такого почти не бывает. Да и государство поощряет покупку велосипеда. Тебе компенсируют часть его стоимости. Это очень удобно. Но и не забывайте, что мы очень любим спорт, и велосипед прекрасно вписывается в наши интересы. Жителя Нови Сада без велосипеда представить трудно. Как трудно представить, что тут кто-то куда-то торопится. Здесь это не принято. Но тут есть еще один тандем, которому уже много сотен лет. И без него уже невозможно воспринимать Нови Сад как-то иначе. Нови Сад и вино – это как я и кофе. Понятия практически неразделимы. Тут вино делали еще римляне, представляете? А сербское вино было в винной карте Титаника. Вот так. Наша семья занимается вином уже как 300 лет.
Это наш семейный бизнес. Я продолжаю дело отца, а он продолжил дело своего отца. А еще у нас тут рядом пасека. Я, получается, уже 5-е поколение, которое всем этим занимается. Сербское вино отличается от вин Италии, Франции или Испании тем, что тут другая земля и другой климат. Поэтому и вино получается особенным. Его ни с чем не перепутаешь. У нас популярен бермет. Это такое крепленое вино, сладкое. Это единственный напиток, который может тут конкурировать с ракией. Это, по сути, вино, только в него добавляют разные травы и специи. Более 20 видов. И у каждой уважающей себя семьи должен быть свой рецепт бермета, уникальный. Он передается из поколения в поколение, но свой я вам не скажу, не надейтесь. Вот такой вот бермет был на «Титанике». Все пили его именно там. То есть говорят, что очень довольны. Вот тут уже приготовили дегустацию для меня и оператора. Но так как я женщина не пьющая, то это все моему оператору, да? Или вы еще принесли? Да, вот еще одна бутылочка это- открытая. Это сладкое. Это не сладкое, да? Тоже сладкая. Тоже сладкое. Единственное, за что мы переживаем, это погода. На производстве мы ошибиться не можем, а вот если ураган или наводнение уничтожит урожай, будет несладко. Сколько стоит у вас бутылка такая? Наливайте, наливайте. Одна такая бутылочка стоит в среднем где-то 1200 динаров. А в супермаркете дешевле? Или... Наше вино вы не найдете в магазине. Только у нас купить можно. То есть только здесь можно это? Только здесь. А я видела в супермаркете. Наши не могли. Ну, не ваши, другой бермет. А бермет какой? Другие сорта можно, но только не наш. А ваш самый лучший? Да. Ну, в общем, приходите сюда и покупаете недорого, да? 1200 динаров, и вот бутылка с «Титаника» у вас в коллекции. Правильно? Конечно, все зависит от сезона. Но в среднем на винодельне получают 90 тысяч динаров в месяц. Конечно, до объемов Италии или Португалии сербам еще далековато. Если местный пьет в среднем 5 литров вина в год, то тот же итальянец это делает в 10 раз больше. Но сербам много и не надо, они больше про спорт. В общем, производить вино, которое еще и так ценится, это целая наука. Поэтому давайте зайдем в местный университет, узнаем, чему тут еще люди обучаются. Ну, вот такой приятный лекционный зал, правда? Сидишь, так прохладно, много места, так записываешь. Я бы вот так, если была бы студентом, училась и училась. Кстати, вы знаете, что здесь в университетах нет двоечников? Вообще, то есть ни двоечников, ни троечников, ни... Как это? На четверке тоже тут никто не учится. Просто потому, что тут начинаются оценки. Самая низкая – это 5. То есть я никому не буду показывать свой диплом с 5, ну, чтобы не опозориться. В вуз Сербии поступить несложно. Для этого нужно иметь хороший аттестат со школы и сдать вступительный экзамен. Бюджетных мест у нас немного, но каждый год мы стараемся их расширить для всех желающих. Самые популярные направления – это инженеры и медиа. Это прямо тренд последних лет. Главная особенность нашего вуза – то, что ты сам настраиваешь обучение. Сколько у тебя будет лекций, какие занятия, когда экзамен. Это удобно и мотивирует. А ты во сколько приходишь в университет? Занятия обычно с 8 утра. А у вас тут, ну, то есть я так понимаю, что у вас тут вот аудитории, да? А столовая есть? Нет, столовой у нас нет. У нас раньше стоял автомат с едой, но он куда-то пропал. Все? Будете голодать? Поэтому студенты и худые? Ну а как же, сытое брюхо к учению глухо. Высшее образование стоит от 1500 до 3000 евро в год. Но всегда есть какие-то скидки. В этом году нам исполнилось 25 лет, поэтому мы сделали всем скидку в 25%. А еще мы редко отчисляем студентов. Если что-то не получается, человек может много раз попробовать пересдать. Мы никуда его не торопим. Ой, красиво. Это что у вас тут? Это кабинет искусства. В институте много творческих специальностей. Дизайнеры, художники – это все они сделали. Красиво. А ты не рисуешь?
Нет, я не умею. Ты математик, ты такой, четкие науки у тебя, да? Да. Да, я больше по физике. А ты уже знаешь, куда ты пойдешь работать потом, после университета? Я останусь здесь, я буду преподавать. В университете? Да. Вот такой ты, да? Да. Преподаватель получает в среднем 1000 евро в месяц и выстраивает свой график сам. Например, по закону можно взять только 4 часа лекции в неделю, а остальные занятия должны быть другими. Тут, кстати, есть даже студия звукозаписи, учатся звуковики. Кстати, я вот именно на такой штуке и записываю программу уже из других, вот именно закадровый текст. Добро пожаловать, это «Жизнь других». Новый Сад. Ну, как-то так. Воспользуюсь положением и запишу для вас еще что-нибудь. Например, для меня стало открытием, каким видом спорта тут занимаются сербы, и что он настолько популярен у местных. Итак, загадка. В Бразилии самый популярный вид спорта – футбол. В Канаде – хоккей. А в Сербии какой самый популярный вид спорта? Ладно, не отгадывайте, все равно не отгадаете, потому что это баскетбол. Вы могли слышать про партизан или Цервену звезду, но у местных намного популярнее баскетбол 3 на 3. Все играют. Вообще, даже мой кум взял бронзу на Олимпиаде недавно. Я, как таксист, постоянно всех вожу на баскетбольные матчи. Очень часто проводят. А еще в Нови-Саде скоро пройдут мировые соревнования. Так что да, тут это спорт номер 1. Многие занимаются баскетболом с 6 лет. У любого спроси, назовут всех из НБА или наших звезд. Никола Йокич, Богдан Богданович, всех знаем. Вы знаете, я вот какой день уже в городе, и тут так тихо, спокойно. Я ни разу не слышала сирены полицейского, вообще никакой сирены не слышала. И то есть тут велосипеды оставляют вообще, даже не пристегивать, никто за сумки не держится. Я вообще не понимаю, тут полиция отдыхает или работает? Кстати, и полицейского я не видела ни разу. Никогда не видела. Такси видела, полицейских не видела. Интересно. Я уже на пенсии, и могу сказать прямо, я разницы не ощущаю. Нови Сад очень спокойный и тихий город. За годы службы ничего серьезного не происходило. Проблемы были только в 90-е. 90-е и правда были непростыми для Нови Сада. Развал Югославии, кризис, беженцы. Тут орудовали криминальные авторитеты. Город постоянно кто-то делил. Была даже детская мафия. Подростки грабили прохожих. Вот так. Сейчас это самое спокойное место в мире. Чтобы вы понимали, самым криминальным преступлением тут считается кража велосипеда. Чтобы стать полицейским, нужно пройти базовый курс. Его можно начать в 18 лет. Но и критерии, конечно, есть. Надо быть крепким и сильным. Если прослужишь вот так с 18 лет, то в 52 уже можешь выйти на пенсию и отдыхать, как я. Сейчас я работаю в администрации и развиваю онлайн-сервисы для граждан. А на службе зарплата зависит от звания. Минимум это 100 тысяч динаров в месяц. А с высоким званием можно получать и 170 тысяч в месяц. Получается, Нови Сад действительно заслужил свой статус. Но наверняка в чем-то есть подвох. Но не может быть так все идеально. Согласны? Может, он заключается в том, в каких условиях здесь живут местные? Может, тут дом или квартиру нереально купить? Давайте проверять. Я приехала в дом, который находится в 10 километрах от Нового Сада. Тут 250 метров. Тут иди сюда. Сербы активно инвестируют в недвижимость. Это очень выгодно. Ставка всего 5-6%. Это популярный способ получать пассивный доход.
Потом эти квартиры спокойно сдают иностранцам, айтишникам или студентам, которые получают образование. Квартира либо сама себя окупит, либо вы еще получите небольшой доход с аренды. Тут где-то 2-3 этажа. Вот такой огромный зал, 80 метров. Видишь? Такой каменный пол, камин красивый. Идем дальше, покажу. Цены, конечно, за последние 5 лет выросли. Раньше можно было купить квартиру за 1200 евро за квадрат, а сейчас уже 3300 минимум. Кухня небольшая, 20 метров, рабочая. Просто рабочая кухня, чтобы тут готовить. Также на первом этаже есть санузел и гостевая комната. Бассейн. И вот все это удовольствие стоит 76 миллионов динаров. Некоторые иностранцы считают, что если у них есть 50-60 тысяч евро, то они смогут спокойно купить квартиру в Нови-Саде. Но это устаревшее представление о Сербии. За эти деньги, если только гараж вам согласятся продать. Вы можете сказать: Жанна, дом за такие огромные деньги, это понятно. А можешь показать что-то приземленное? Какую-нибудь обычную квартиру в черте города? Такое тоже есть, не переживайте. У местных популярны новостройки. Если вы покупаете свою первую недвижимость в Нови-Саде, то государство может вернуть вам 10% от стоимости. Так, я вам сейчас покажу квартиру в центре города. Она не новая, она старая. 85 квадратных метров, стоит 29 миллионов динаров. Продается вот полностью вот так вот с мебелью. Абсолютно. 3 спальни, 2 санузла, кухня и зал. Вот так вот заезжаешь, платишь и живешь, садишься и живешь. В общем, ситуация с недвижимостью тут такая же, как и во многих странах. Есть деньги, покупаешь, нет. Ну, что поделать, подкопи, не спеши. Это вообще главный показатель сербов. Никуда не спеши. Все придет. Даже на старости лет тут никто никуда не торопится и просто получает максимум удовольствия от жизни. Чтобы вы понимали, местные пенсионеры тут ходят спокойно по клубам. Но не те, про которые вы могли подумать, они чуть приземленнее. Я иду сейчас в один клуб, где собираются пенсионеры. Ну, английские танцы, шахматы в перерыве, скорее всего, разговоры про политику. И, честно говоря, я бы туда с удовольствием пошла одна, без оператора. Потому что, вы знаете, что мне сказал? Он говорит: я ж пойду с тобой, я тебя там потеряю. Ну, что делать? Не могу его оставить. Идем со мной, собака такая. Идем. Сейчас вы будете брать номерки, после чего, согласно номеру, вам будет вручен секретный подарок. Передайте на тот край. У меня 18. Дайте мне. Ой, лишь бы не 69. Наш клуб работает уже больше 20 лет. Мы помогаем пожилым людям быть активными, общаться, принимать участие в жизни города. Это все бесплатно. Вы давно ходите уже в этот клуб? Мы сюда ходим уже лет 7. Нам очень нравится. Мы общаемся, проводим интересное время, развиваемся и не замыкаемся в себе. У кого-то может не быть родственников. Это позволяет не чувствовать себя одиноким. Это все частная история. Государство особо не помогает клубам пенсионеров. У нас есть 6 работников, которые получают вознаграждение из пожертвований граждан и меценатов. Николай, что тебе подарили? У нас тут постоянно разные мастер-классы, йога. Нас учат пользоваться смартфонами, поддерживать ментальное здоровье. А еще у нас есть день подарков. Вы как раз на него попали. Дайте я за мужа возьму номерок. Так, а вот что вам подарили-то, покажите. Что это такое? Мне подарили вентилятор на батарейках. А вы как-то договаривались, что будете дарить? Или просто это сюрприз? Нет, кто что посчитал приятным. Так, а у вас что? Ой, у меня такой большой подарок, боюсь вскрывать. Так вы разверните, может, там деньги.
Ну, если деньги, тогда пускай лежат, копятся. Мы стараемся помогать пенсионерам. Это важная часть нашей жизни. Для нас это небольшие суммы, но даже 500 динаров могут сделать их счастливее. Мы все время в каждой программе говорим молодежи, что самое главное надо знать про то время, когда ты выходишь на пенсию. Что самое главное для вас? Я бы сказала, не тратьте время на тех, кто вас не ценит. Друзей у вас будет мало, но они будут настоящие. Конечно, я не все успела за свою жизнь, но самое главное получила. Это семья, дети и внуки. Это самое ценное. Молодежь всегда бежит куда-то. Ну, бегите, конечно, но иногда-то останавливайтесь. Посмотрите на небо, выпейте кофе, с соседом поговорите. Я 40 лет проработал на заводе, и знаете, что я помню? Не зарплату, а тех, кто сидел со мной за обедом. Деньги – это бумага. Главное – найти своих людей. Не бойтесь стареть. Не слушайте тех, кто говорит, что после 60 жизнь заканчивается. Она только начинается, просто другие скорости. В Нови Саде люди поняли самое главное. Важное не с какой скоростью ты живешь, а как. У них время течет по-своему. Не медленно и не быстро, а просто иначе. Здесь не ждут чуда, не гонятся за карьерой, не спешат заработать на всю жизнь. Тут спокойно пьют кофе, гуляют с детьми, играют в баскетбол. И в этой неторопливости их главная мудрость и чувство, что каждый день твой. И это кажется намного дороже. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. А в Нови Саде никто не говорит про какой-то успех. Здесь говорят про жизнь. Мы это ценим больше. Выйти на улицу, подышать, выпить кофе, зайти к соседу. Многие пропускают такие моменты, а они-то и делают нас счастливыми. Рано или поздно вы все равно придете к выводу, что торопиться никуда не надо было. Так почему бы не наслаждаться жизнью сейчас? Смотрите в следующей серии. Я прочувствую, в каких условиях работают настоящие мясники. О, жарко! Узнаю, как живет действующий священник. Вообще, я первый раз в жизни, кстати, пью кофе со священником. И попробую прорваться на местный пляж. И тут охрана.